Ну чё, нравится? Мне тоже. Макс на связи. Итак, это видеокарта RX 570 4 гига от фирмы HIS. Купил я ее на Авито в Западном Жмуриной доставкой на такси. Как видите, у нее не хватает одного болта, крепления ГПУ, но каннибализировав старую видеокарту, я получил этот самый болт, который идеально подошел. Ну, пусть он не по цвету, он не такой вот темненький, он отличается, но он подошел к этой самой RX и сделал возможным наше тестирование ее. Потому что на плохо прилегающем радиаторе, конечно, какие могут быть тесты. Это наш тестовый стенд, это кофейничек i3 8100, B360 мать. Ну, блок питания заломан в Атера. Итак, подключили, подсоединили и... Вот так она вот включилась, и я маленько приохренел. Да. Жигулинский барыга не сказал мне, ну, он вообще ничего не писал. Он только фотку одну показал, что на этой фотографии она лежит вертушками вверх, на жопке, и все. Что она типа греется до 75 градусов в марке. Все. Не выиграл. То, что он так вот орет, он умолчал. Вообще, на самом деле, он купил ее на Ломоносовской, у кого-то подска за 2500 она продавалась. Ну, в общем, быстро он, видимо, как и все эти мелкие перекупы из Жмурина, которые там, и не только, бегают по городу на метро, катаются и вот скупают эти варианты, чтобы там перепродать, заработать 1000, а может быть даже 1500 рублей. В общем, там указано было, что не хватает болта, что она гремит и так далее. Еще один нюанс тоже, который я позже объясню, расскажу. Да, тест она прошла прям вот отлично. Да, грелась до 74 градусов на открытом стенде, и это, конечно, не есть хорошо, не есть good. Но, тем не менее, никаких там лагов, фризов, все вроде нормально. Память под завязку там забитая была, с Position все хорошо. Нигде никаких артефактов. Дальше в macOS. В macOS тоже все нормально завелось. То есть, ну, нормальный BIOS. Сколько это может быть именно с видеокартами HIS, потому что на свои какие-то биосы, как у XFX тоже, специфически интересные. Тестанул я Geekbench 5, потом Geekbench 6. Аномалий я не увидел, сразу говорю. Ну, как и на Superposition под виндой, да, то же самое. Тут, в принципе, тоже без аномалий, все красиво, все хорошо. Далее мы запустили тест Haven Benchmark из-под macOS. Там чисто OpenGL, старый добрый OpenGL. Вот под такой аккомпанемент бульдозера, трактора или танка даже, наверное, я сидел. Все это время, да, тестировал. Ну, слышали уже на Superposition, вот теперь под Haven тоже. Итак, все так же красиво пролетело, ровненько, нормально. Опять же, все в пределах нормы показано было. Угу. Проблем я тоже не увидел. Никаких артефактов, ничего там, фризов, все хорошо. Как видите, тоже, в принципе, 3 восьмерочки она мне показала, но OpenGL, да, нормально, в принципе. На 9.3D, скажу, он показывает где-то 1000, по-моему, 200, если не ошибаюсь, у нее там попугайчик. И теперь настала очередь потестировать ее в Mac Pro 5.1. И прикольно было, что я видел на бутскрине. Вот такую интересную картинку. Обычно это такое я видел на какие-нибудь RX 470 на биосах старых. видимо, у HIS какие-то свои там специальные биосы, поэтому вот
такие интересные артефакты на загрузке. В самой системе все хорошо. Также я прогнал Geekbench. 6-й Geekbench у меня сломался, но он много где ломается, в принципе, поэтому прогнал 5-й на macOS Sonoma. И после завершения теста с обычными вполне себе показателями, ну, если кто там запомнил, чем кончился тест на Hackintosh, увидит, что поймет, что в целом то же самое. Я загружаюсь уже в macOS Ventura. Тут уже, видите, нормальный, в принципе, bootskrin, да, нормальный, беленький, без проблем. Мы поехали дальше. В macOS Ventura. И там у нас есть 6-й Geekbench. И 5-й Geekbench тоже, да? Где мы его снова прогнали все тесты в очередной раз. Нашей бедной несчастной подопытной. Ну да, не повезло, конечно, ей попасть в руки таких шкелетронов перекупов, ну что ж сделаешь. Как видите, пенсель в пределах нормы в 6-м Geekbench. Ну и также тест Metal она прошла, в принципе, тоже как обычно, без аномалий, все нормально. Все, поехали обратно. Точнее, поехали обслуживать. Видите эту чудесную термопасту на мосфетах? Сейчас, ну, вообще-то не термопаста, вообще-то это дрянь, не термопаста. Видите, это чудесную дубовую почерневшую прокладку, на которую намазали термопасту. Ну, шкелетронская, короче говоря, скиллуха прям в действии. Ну, пришлось все помыть. Что-то спиртом, что-то водой, и получилось, в принципе, неплохо. Прокладочка напиталась спиртиком и стала даже мягкой, начала работать нормально. И вот тот самый нюанс. Один кондер на PCI-Express порту тут отбит. Поэтому он работает в режиме X8, а не X16. Но поездка к Мишане это все пофиксила и стало все нормально. Вентиляторы. Один я смазал, и он стал меньше шуметь. Второй я заменил на донорский от Sapphire 7970. Да, ну, конечно, все равно шумит, но шумит уже, в принципе, получше. Да, получше не шумит, а потише немножко, по-другому. Она не грохочет уже так. Просто там свистит, там похрюкивает что-то, но уже нормально. Камера ловит очень интересные звуки такие. У меня, ну, находиться с ней уже не так стало противно, как было до этого. Если поставить ее именно в корпус, мордой вниз, то, в принципе, она даже не так уж сильно и заметна. Ну, тоже 74 градуса, потому как вентиляторы убитые, там что у них, что втулки, что сами валы, они уже раздолбанные к чертям, просто один просто вал был такой убитый, он прям шатался. Она шаталась, именно крутилка это, поэтому решено было полностью заменить. Но вы поняли, что Heaven Benchmark показал отличные такие попугайчики под виндой. И да, я пытался поймать остановку вертушек без нагрузки, но они до талого вертелись, то есть она сильно была нагрета. Итак, решено было заказать новые вертушки на Озоне, доставка на следующий день. По-моему, там 7 соток это стоило. Как видно, что это паль конченая, с кривыми наклейками, вообще не похожи на оригиналы. Ну и что с ним, главное, чтобы работали. Ну, настало время проверки. На том же самом стенде, теми же самыми... О, заметьте, да? Неплохо работает по сравнению с тем, что было. В общем, теми же самыми программками. Это у нас, опять же, Superposition. Но, в принципе, наверное, только им и обойдемся. Напоследок. Итак, нагрузка.
Уже идет 11 тест, если я не ошибаюсь. Сейчас увидим. Да, это 11 тест, а температура всего лишь у нас 66 градусов. Напомню, что до замены вертушек и обслуживания температура была около 74. А здесь 66-67. По-моему, неплохо. Хрен с ним, что они паленые, эти вертушки, но они реально охлаждают, они реально нормально работают, не болтаются, ничего, все хорошо. Итак, тест пройден, как видим, температура максимально 68 градусов. И да, я опять не успел снять момент остановки вертушек, потому что они остановились почти моментально. То есть видеокарта очень быстро охладилась, потому что она не перегревалась. А на этом я заканчиваю свой рассказ. С вами был в край задолбавшийся Макс. Всем пока, ребят. Спасибо, что зашли. Увидимся.